Привет, привет. Ух ты. Сегодня обсуждаем Джонни Деппа. Поступил запрос сделать новый на него расклад, ибо с прошлого прошло время, изменилось многое. Очень хотят посмотреть про новую личную жизнь Джонни. Мне очень интересно, восстановится ли его карьера. И еще знаете, чего интересно? Чего они с Ванессой Парадито разошлись? Я не знаю, если кто-то знает, напишите мне в комментариях. Не видится мне, что он от нее ушел для того, чтобы соединиться с Эмбер Хёрд. Я ничего не знаю. Если это так, то очень жаль, наверное, да, по истечению времени мы уже теперь понимаем, что это была ошибка. Но посмотрим, что у них за отношения, какой он отец, как он относится к детям. Правда ли, что тянет везде свою доченьку, которая не то чтобы сильно модельной внешности, но и тем не менее везде появляется. Надо думать, она дочка Джонни Деппа, так-то не просто так. И, в общем, давайте посмотрим снова на Джонни Деппа, на новые его энергии, новые его вибрации. Не зря нам сегодня звезда сюда выпала. И еще я слышала, что когда снимался... Сейчас скажу, когда снимался, как же фильм назывался? «Турист» с Анджелиной Джоли. У них, дескать, должна была быть химия. Почему фильм не получился? Потому что они там играли любовную пару среди прочего, сюжета. Но как-то очень фальшиво сыграли, потому что на самом деле между ними было прямо-таки антипритяжение, совершенно какое-то отталкивание. Друг другу они не понравились, оба там всякие разные гадости друг про друга думали, хотя не говорили. А потом внезапно появилась информация о том, что они друзья, что они тайно где-то встречаются, сидят по отелям, кино смотрят, по паркам гуляют, обсуждают и как-то типа сдружились. И вот непонятно, есть не есть роман, или это дружба, или это наоборот пиар, потому что они до сих пор терпеть друг друга не могут. Давайте, смотреть на Джонни Деппа. Прошу прощения за такое длинное вступление, но зато вот не было у меня сценария, да сам собой в голове образовался. Джонни Депп. Джонни Депп. Расскажите нам карты про Джонни Деппа. Для начала, как обычно, Джонни Депп. Знаете, мне всегда казалось, что Джонни Депп у нас пришелец из космоса. Уж он какой-то, мягко говоря, странный, да, он какой-то такой весь космический, он весь какой-то в непонятных совершенно вибрациях. Очень талантливый, очень одаренный. Молодые его фильмы смотреть просто невозможно без слез. Там абсолютно не на красивом личике он выходит, хотя и с этим ему тоже очень сильно повезло. Но у него такие глубины, он такой странный. Недаром он с Тимом Бёртоном очень много работал, потому что они, судя по всему, нашли друг друга на этой волне. И здесь прям-таки сказано, в этих двух картах, что человек-то он весьма, двойственный, что ли, и весьма такой биполярочный, что ли. То есть, с одной стороны, это максимальная одаренность, это очень большой талант, это очень большие задатки, это очень большие глубины и возможности стартовые изначально. И там есть что проявить. И если начать это проявлять, то можно таки стать звездой и можно стать мировой знаменитостью, потому что реально глубины просто непознаваемы. Но с другой стороны, это не совсем апатия. Апатия, она, наверное, покупкам больше, да, эмоциональная. А здесь такая, может, нерешительность, может, неторопливость, может, пофигизм какой-то такой здоровый, да, поскольку это просто у нас черты характера, я еще не знаю, хорошие они или неплохие. Это человек, который, ты не скажешь, что цели нету. По колеснице цель-то вполне себе видная. То есть и заниматься, кстати, я хотела сказать, что цель видная, там, например, я не знаю, получить Оскар. И ты тогда к этой цели прямо движешься. Он не ограничен этой одной целью. Он может и Оскар получить, и Грэмми, и там какая самая великая награда за лучшую картину года, в смысле живописную какую-то. То есть на самом деле, чего бы он ни решил и чего бы он ни начал делать, у него должно бы получиться очень хорошо.
в зависимости от того, какую цель он перед собой поставил. Если он не хочет этого Оскара, то он, собственно, туда и не рвется. Но если он туда рвется, то потенциал гигантский совершенно. Но по четверке мечей он туда не рвется. Ему вообще пофиг. Ему все равно. Он не то чтобы за конечной точкой какой-то. То есть это не план какой-то, что а в конце этого пути я получу за все мои заслуги Оскар. Нет, он просто буду делать, буду проявляться, буду сниматься, буду рисовать, буду песни петь, буду с людьми встречаться, буду какие-то проекты делать. Не потому, что в конце Оскар светит, а просто потому, что могу, хочу. Опять же, хочу. Давайте посмотрим позитивные черты характера, вот насколько там про хочу. Не про хочу, а про могу. Вернее, про не могу не делать. Это в нашем мире так получается, что все можно монетизировать. И удачно он так родился там, где пригодился. И если бы он родился где-нибудь в другом месте, может быть, не так сильно финансово это бы отразилось на его существовании. Но вот эти две карты из характера отменить нельзя. Это человек, который внутри себя умеет переворачивать мир. Ну, то есть у него изначально видение даже, наверное, другое. Он настолько особенный, настолько не такой, что наши рамки, даже не меркантильные, а по тузам, вот скажите мне это слово, оно все время выпадает у меня из головы, я его все время базовостью заменяю, но чувствую, что это не совсем то. Это что-то очень жизненное, что-то очень практичное, что ли, да, прагматичное может быть. Как будто бы все его проявления естественным образом практичными и прагматичными становятся, потому что у них выхода другого нет, потому что наш мир так построен. Потому что если ты будешь хорошо петь, то обязательно тебя кто-нибудь заметит, ты запишешь этот альбом, потому что он в тебе есть, и ты он из тебя выливается. И обязательно на 8-миллиардной планете появится кто-нибудь, кому эта музыка понравится, и тебе это естественным образом принесет известность и финансовое какое-то положение. Но это совсем не то, что Джонни надо. Оно как будто бы вот его сопровождает, как будто бы оно за ним следует, просто потому что по-другому он эти две карты выразить не может. Он не может сделать никак так, чтобы было плохо и неинтересно кому-то. Ну, потому что вот... я даже не знаю, как еще это сформулировать. Потому что это возможность увидеть другую сторону мира, процесса, идеи какой-то. У него какой-то реальный космос просто в голове, который не скрыть, который, ну, ты даже если ты сидишь там холодными зимними вечерами и такой мысли тебе в голову какие-то приходят, сказал ты кому-то, не сказал, с друзьями поделился, может, с женой там как-то во время обеда, ну и все на этом остановилось, да, как у людей обычно бывает. У этого не останавливается, у этого это просто луч вот из груди прет настолько, что не заметить это невозможно, и не выразить это тоже невозможно, что тяжело бедному Джонни. А вот он ребенок внутри. А вот он такой, что ли, опять непрактичный и непрактичный и не приспособленный, что ли, как мне кажется. Странно предполагать такие качества в человеке, который продвинулся, но, видимо, ему и с окружением очень сильно везет. Или, опять же, вот с обстоятельствами, которые, даже если его кто-то будет обманывать, а он будет обманываться, даже если он будет как-то очень наивно и очень эмоционально подходить к людям совершенно с непрактичной точки зрения, совершенно не за деньги, там наверняка будут люди, которые будут на нем ездить, будут его обманывать, будут у него за спиной что-то делать, а он будет наивно им верить. Видимо, там такой запас, что даже этих обманов не хватает для того, чтобы как-то даже с ног сбить человека, да, не то, что там как-то порушить все его представление о мире, а вообще даже вот он даже не запнется об этих людей в принципе. Появился один там, ну ладно, разобрались, пошли дальше. То есть поскольку у человека не в деньгах дело в голове, то и не на практичной стороне жизни он зациклен. И если у него практичная сторона жизни не получается, да и бог с ней, господи, есть что есть где жить, слава богу, мне больше не надо. И вот это вот, как сказать, не способность, а особенность такая его, да, вечное попадание в какие-то наивные и инфантильные какие-то, может быть, даже ситуации, вот это его какая-то
сторона, то есть если бы этих карт не было, если бы, ну, во-первых, он был бы другой человек, да, это был бы совсем не тот космический Джонни Депп, которого мы знаем. Это был бы более приземленный, более человечный, да, более человекообразный человек. У него бы существенно хорошо пошли бы все дела, он мог бы и в эту сторону развиваться тоже. И тогда там и по деньгам, и по связям, и по всему у него, ну, зашло бы гораздо лучше. Просто он этого не умеет, а может быть даже и не хочет. Кто знает, может ему это не надо. Вот он в своем каком-то мире живет, как-то сам себя проявляет тоже не самым настойчивым способом. Он просто живет. Просто та энергия, которая из него вот естественным образом изливается, она вот, ну, вот такие формы она приобретает на выходе, как будто бы даже он не очень сильно старается для того, чтобы из него что-то получилось. Что он скрывает? Помните, у меня был, по-моему, Кевин Костнер, там был вопрос, о чем он сожалеет. Давайте посмотрим, что он скрывает. Что он скрывает? Почему? Переживаешь, что семья развалилась? Ну, даже не эмоционально, опять же, это такая карта клана, карта каких-то корней дерева, из которого потом вот это вот все произрастает. Что значит скрывает? Скрывает свои чувства на эту тему. Опасения, да, страхи, какие-то внутренние переживания, потому что ушел, или как бы это, как сказать, эпоха ушла, а это законный брак. Не говорит он никому, что он расстроен тем, что у него законный брак развалился. Не спрашивает его никто об этом. Или он высказывается на тему того, что, ну, что прошло, то прошло, дальше будем двигаться. Ну, то есть мы остались друзьями, понятно, что хорошими. Мы, кстати, посмотрим, какими там они друзьями остались. Но в целом, наверное, говорит не совсем то, что думает, потому что в голове очень большие переживания и расстройства из-за того, что просто брак сломался, просто развалилось. Может быть, это мечта его была такая. Может быть, он как-то себе представлял, что брак будет один на всю жизнь, что это будет какое-то очень устойчивое сооружение, которое никакими бурями, никакими треволнениями, значит, не порушить. А тут очень, очень боится остаться один, опять же, по девятке мечей. Очень страшно оставаться одному. Казалось бы, была идея, наверное, фантазия и мечта какая-то на тему того, что у тебя всегда будут корни и всегда будет поддержка. А он сам ушел из этой ситуации, тоже будем смотреть, на каком основании они с Ванессой разошлись. В данном случае он сам из этого ушел, его оттуда никто не гнал, по крайней мере здесь, по картам так кажется. Вот такой вот у него страх. О чем жалеет? О чем жалеет? Тоже так по козырям. О чем жалеет? Вот вам опять семья. Блин, да, опять семья. Ну вот ничего не могу с собой поделать, опять семья. Это какое-то вот закоренение и какое-то объединение вокруг себя, как бы полноценность Джонни в его голове, в его душе заключается в том, что он не один, он не хочет быть один. Ему очень хочется, чтобы вокруг него были единомышленники, чтобы были любимые люди, чтобы была теплота, чтобы было окружение такое, как забор вокруг твоей души, потому что так-то он открытый и очень такой, ну, голый, да, и это как улитка без домика, то есть там можно поранить. И вот хотелось бы ему, чтобы вокруг него были люди, которые не ранят и которые защищают от бурь, да, и непогод внешнего мира. И разочарован он, да, в данном случае жалеет он о том, что была мечта, о том, чтобы был дом. И даже, может быть, она начала сбываться. Вот если оракульно читать эту карту, то вот она, эта ниточка в руках была. То есть можно было теоретически удержать эту ситуацию. Начинало что-то получаться. Я как-то пробовала это все делать, и что-то было такое похожее максимально на то, что хочется. Но потом случается Эмбер Хёрд, которая хрен знает как. Я сам не понял как. Это какая-то просто, какой-то туман просто навалился. И я сам себя поставил в такую ситуацию, что у меня этого нету. То есть снова нам карты заново повторяют о том, что это он ушел, какой-то просто морок на него нашел,
что он взял и сам собственными руками разрушил вот эту свою мечту, и теперь он об этом жалеет. Теперь он в каком-то закрытом, замкнутом, загнанном состоянии. Сам не понял, что произошло, сам не понял, как, сам не понял, что я для этого сделал. Оно просто внезапно случилось. И вроде как вызывает расстройство по 8 мечей. Человеку плохо. Может быть, он пока не видит выхода из этой ситуации. Может быть, надо подумать, может быть, надо посоветоваться. Может быть, нужно больше времени на это потратить. Но в целом ощущение, что пока не понял, как ты сюда попал, и не понял, как из этой ситуации выбираться. Но опять это каким-то образом связано с семьей и с отношениями. Чего боится? Какой страх самый большой на ближайшее время? Интересно. Боже мой, какой странный человек. Ну или не человек, я уже сомневаться прям начинаю. Зачем этого бояться? Это две максимально пассивные карты, хотя рыцарь, он достаточно активный. И здесь бастоны, 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 бастоны. Бастоны, бастоны, идеи, проявление себя, желания, вспышки какие-то, вплоть до императризма, победы, свершения, внимания, ответственности, что ли. Как будто бы давит над ним то, что он своими проявлениями, желаниями, вот, как сказать, реализациями своих желаний, вот таким, какой он есть. Не делать он не может. Вернее, он может не делать, но не получается не проявляться. Даже в бездействии он проявляется. Почему-то каждый его вздох, каждый его выдох, каждый его там чих что-то производит в этом мире. Вот как-то он так устроен. Любое желание реализуется, эти желания все время заново поступают. Это как вот по солнцу у нас, там как будто у тебя внутри огонь горит постоянно. Вот он есть. Ты, хочешь, не хочешь, он есть. И он тепло раздает, и он вот эти вот вспышки света, и пламенем он кого-то там задевает или как-то проявляется, как-то выбивается. Огонь, если его даже вот какой-нибудь сеткой там накрыть или еще что-то, все равно прорывается через вот эти вот какие-то щелочки и какие-то пустые места. Все равно так или иначе происходит что-то. Он все время фонтанирует этим чем-то. Как будто бы он боится, что успех, который ему это приносит, ограничивает его. Император на самом деле не столько властный и всеобъемлющий, это его такое положительное проявление и его такое естественное проявление. Но внутри себя императором-то стать может не каждый. Император – это очень жесткие рамки. Император – это закон, это границы. И это прямо вот четко по расписанию. Это большая ответственность, и это очень много ограничений, правда. Это очень много правил и законов каких-то. Это какой-то естественный ход событий, когда ты не можешь перепрыгнуть через ступеньку, когда ты не свободен в своих проявлениях, что ли, может быть. И, видимо, боится Джонни, что его это все ограничивает. Все эти удачи и все эти победы, которые он... Это мы до истории с Эмбер Хёрд проверяем. Просто то, что его замечают, то, что у него хорошо получается, то, что за что он не возьмись, у него заметно. Как он в кино снимается, заметно. Как он в баре с друзьями пьет, заметно. Как он с девушками встречается, просто весь мир смотрит. И девушки тоже не самые простые, да, начиная от Кейт Мосс и заканчивая Ванессой Паради. Все у него, как бы он даже не старается, он не специально их выбирает, он не нарочно лезет под камеры, чтобы давайте снимать меня все. Он может даже прячется, он может даже не хочет этого всего. Но оно настолько получается, что накладывает на него какие-то ограничения. Он, наверное, этого боится. Он, наверное, боится того, что его прям-таки вот этот вот свободный водный мир внутри, я вот так вижу, что это либо ветер, которого просто не загонишь, не схватишь ты его руками, либо это какая-то вот такая постоянная глубина, какая-то трясина подвижная, морская, которую тоже не сильно удержишь в руках. Вот так вот просто в кулачок не возьмешь, не ограничишь ничем. Какой он? Мух, какой он на самом деле? Ну и как будто бы он не знает, как с этим быть. Если всерьез воспринимать все, что я до этого сказала,
как будто бы внешне кажется, что у тебя же куча возможностей, вот он ключ стоит, открывай дверь, иди. А ты такой, буду, не буду, хочу, не хочу, что-то я расстроился, может, не сегодня. Какая-то медлительность, что ли, какая-то неуверенность в себе, какая-то нерешительность, может быть, кажется. Может быть, он весь такой, неспешный, такой вот он весь, правда, что нерешительный. Вроде я смотрела некоторые интервью, очень смешно. Ведущие, им же надо быстро, им надо максимально весело сейчас, им надо прямо привлекать внимание каждой фразой. И они просто такие гудоперчивые, руками машут, ногами там что-то топают, что-то на повышенных тонах что-то говорят, какими-то шутками сыпят, а Джонни на них так смотрит, ему задает вопрос, он минут 5 думает над ответом. Он просто зависший такой, смотрит, что-то думает, что-то. Потом там, да, в ответ. Это шутка была, или это серьезно, или что, будет продолжение этого, или не будет продолжения. Это все какой-то на своей волне абсолютно. Хотя у людей складывается впечатление, что мог бы проявиться вообще, возможности все есть. Да, мог бы, но не хотел бы. Это же Паш, это не активный человек, безинициативный человек, человек с желанием и с ясностью мысли. Если он в чем заинтересован, то он поучаствует в этой истории. Не очень с инициативной точки зрения, но с точки зрения образования, обучения. Вот ему интересно, он все это впитывает. Еще пока не выдает наружу, но впитывает внутрь себя. И как будто бы на этом и остановился. Он такой, он учится, он смотрит, он интересуется, он не спеша, да, по пентаклям у нас все медленно происходит, неторопливо, основательно. Это все закладывается туда такими кирпичиками, в фундамент куда-нибудь туда. То есть это не какие-то там влетело в одно ухо, в другое вылетело. Нет, он все это накапливает, он всему этому учится. Ему все это очень может быть даже интересно. Но проявления из этого никакого не происходит, потому что проявляться он не хочет, нет у него инициативы такой, у него мотивации нету проявляться. Все, что он делает, происходит естественным образом, просто вот проистекая из его жизни, из его естественного какого-то окружения, из его естественных каких-то движений. Я еще ничего не сделал, я просто из дома до кофейни дошел кофе купить. Уже какой-то инфоповод, уже кто-то меня снял, уже какая-то девушка мимо пробежала, уже кто-то со мной познакомился, а потом, оказывается, мы вечером уже идем почему-то ужинать с ней вместе, и снова нас снимают. То есть он как-то так плывет по течению, как рыбка какая-то, которая вот сталкивается с какими-то ситуациями в своей жизни. Но вот они как-то решаются, как-то не решаются, где-то ты их обошел, где-то они перед тобой прям вот преградой встали, значит, как-то с этим надо взаимодействовать, но тоже вроде не очень хочется. То есть такой максимально спокойный, плавный и не проявляющий никаких инициатив человек. Удивительная вообще штука. Прикольный. Хотя, может быть, я слегка предвзята, потому что я, с одной стороны, примерно таким его себе видела, а с другой стороны, он же абсолютно не злой. Он же видно, что сама доброта. У него же в глазах настолько ему все равно на какие-то склоки, на какие-то столкновения, на какое-то, как это называется, вот это вот по пятерке жезлов, да, на борьбу какую-то, на конкуренцию на какую-то, настолько все равно человеку. Так, давайте что мы будем смотреть дальше? Давайте посмотрим, может быть, если так интересно было по личной жизни, то давайте. Эмбер Хёрд, можно я, пожалуйста, разрешите мне не рассматривать больше отношения с Эмбер Хёрд? Отдельный час у меня был расклада на эту женщину, там все по отношениям мы разложили. Я с тем раскладом максимально согласна, вряд ли нам карта сейчас что-то новое скажет. Давайте посмотрим про его отношения с Ванессой Паради. Что было, что не было, что пошло не так. И интересуется его теперешняя личная жизнь. Вернее, интересуется моя аудитория его теперешней личной жизнью. Давайте посмотрим, есть ли там какие-то планы, перспективы. Какую-то русскую девочку рядом с ним все время видят. Модель не модель, сильно молодая. Но с ним и других девочек тоже видят. Так что я думаю, что это как-то пиар-менеджеры именно этой девушки стараются нам подсунуть эти фотографии. Потому что, опять же, Джонни Депп максимально далек от всего этого пиара. Никому ничего рассказывать не будет. С девушками общается, почему нет? Итак, Ванесса Паради. Вот она была такая молоденькая, было ей 16 или 17 лет, спела она «Джоли Такси», известна была. Что-то, какая-то история в голове крутится, что
в баре они познакомились. Он же тогда тоже такой везде ходил, гулял. И он-то в чем-то снялся, типа Эдвард Руки-ножницы, или в чем-то он в таком начальном, вроде как про него уже знали и говорили, что восходящая звездочка, надо же обратить внимание. И она эту свою песню спела, и как-то очень долго была в каких-то чартах, и прям максимальная была знаменитость. И тут они встречаются в баре, и она сидит там вся такая с прямой спиной, дескать, я тут Ванесса Паради, а он к ней подходит, она говорит, вот там, типа, да, я вот эту песню, дескать, спела. Он такой, какую песню? Ничего не знаю, не слышала. Она так удивилась, она такая, в смысле, ты не знаешь, кто я? Он говорит, нет. А я вот песню спела, какую песню? Ну, то есть вот он ее этим заинтересовал, чистотой своей какой-то, и тем, что никто не знал. И он-то про нее тоже, ну, в смысле, он про нее ничего не знал, и она тоже так, ну, симпатичный парень, но сказал, что актер. Не то, чтобы она там прямо бегала и смотрела все его фильмы. Вот они познакомились. Они молодые, тонкие, звонкие, горячие были. Вот они познакомились, они какие были. Какой был Джонни и какая была она. Ну да, наверное, он изначально был не очень, как сказать, очевидный. Да? У него изначально был вот такой взгляд перевернутого человека. То есть он достаточно был оригинален. Вот в этом баре, когда они сидели и разговаривали, она ему показалась совершенно милейшей, совершенно душевной, совершенно открытой, честной, эмоциональной, такой вот открытой девочкой, да. Почему он обратил на нее внимание? Потому что он постоянно каких-то кубков и каких-то проявлений чувств и теплоты этих чувств в людях на самом деле искал. Вот здесь у нас вот это вот все было выложено, что как раз какой-то внутренней теплоты и внутренней доброты, он ее как будто бы замечал в людях всегда и все время к этому тянулся, ему и это было интересно. И добавить это в жизнь было бы интересно. И эта девушка ему показалась достаточно доброй, достаточно чувствительной, достаточно открытой, достаточно эмоциональной, очень. А он ее заинтриговал, потому что вот у него такой нестандартный взгляд, потому что он какой-то особенный, потому что он не такой, как все вокруг, сколько у нее там было опыта к 16 годам от общения с людьми, но Джонни реально просто не из этого мира. И вот они начали встречаться, и все-то у них было хорошо, вплоть до того, что они даже поженились и 2 детей родили. Что было хорошо в этом браке, что их обоих устраивало, чего они друг другу давали, какой был позитив от этих отношений. И долго же это все длилось. Ну вот она его учила, судя по всему. Она ему давала какой-то... Смотрите, по этому пажу как будто бы учились оба, вот что мне хочется сказать. То есть и он ей много чего открывал, она много от него узнала, многому научилась от него, как непосредственно паж. И будучи этим источником, не то чтобы он взял на себя роль гуру, да, здесь нету у нас иерофанта и пажа мечей, который учится. Он не специально это делал, он не образовывал ее под себя и не вкладывал в нее какую-то нужную для него информацию, но своим существованием, своей вот, возможно, внезапностью, опять же, по 8 жезлов, своей яркостью, своей нестандартностью по повешенному, он ей добавлял туда информации какой-то, она училась, она становилась, может, каким другим человеком за счет него и рядом с ним. Но и в обратную сторону это тоже работало. Она, будучи практичным, логичным, взрослеющим человеком, да, человеком вот в процессе этого образования, тоже ему обратно давала эту, ну что ли, заземленность, я хочу сказать. Потому что он с ней находился для того, чтобы понять, как это люди делают. Ну и все, возвращаясь к моей инопланетной теории, нахождение с ней тоже приносило ему много эмоций, много желаний, много проявлений, много нового. Потому что в ней это было, потому что она это впитывала, и потому что, дурной пример заразительный, ему тоже этого всего хотелось. Сейчас солнышко уберу со стола, а то засвечивает карта. Секунду. Надеюсь, так получше будет, а то солнышко светит, мне не всегда карты видно, а вам там на экране тем более. Вот, так что это был взаимовыгодный, взаимоинтересный, взаимообразовательный, взаимоинтригующий союз, полезный для обоих. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Что пошло не так? Не что пошло не так, а для начала, почему вот это что-то пошло не так, началось
изначально что не устраивало, что могло, вот об какие камни они спотыкались для того, чтобы в результате это все-таки развалилось. Мы потом посмотрим, почему это развалилось и имеет ли к этому отношение какое-то Эмбер Хёрд или еще кто-нибудь. Но для начала, что было не так, за что можно было зацепиться в этом идеальном, будем предполагать, союзе, чтобы он начал трещину давать и потенциальную возможность к развалу, что не нравилось, что было плохо. Ой, интересно, какая-то она начала сомневаться. Он-то был весь... А он был не безинициативный, смотрите-ка, он... Так, не буду говорить, что он от отношений хотел эмоций в свою сторону, то есть что он их требовал, что он только их брал, что он не давал, а только требовал, 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 и в этом, значит, во всем купался. Не буду этого говорить. По королеве проявление и внутрь, и наружу происходит. Но вот эта вот его любвеобильность, как мне королева видится, я уже много раз повторяла, как человек, исключительно находящийся в ситуации, не проявляющий инициатив, не делающий никакого движения. Вот как есть, так и хорошо. Максимально эффективно для себя мы будем использовать ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Кто-то другой эту ситуацию делает. Обычно король создает эту обстановку, влияет на других людей, требует этого от других людей, заставляет людей делать то, что ему хочется или чувствуется правильно. А королева, она вот попадает в какую-то ситуацию, попадает в какую-то обстановку, так быстренько в ней ориентируется, садится посередине на трон и говорит: хорошо, вот так будет. Мне давайте это все. Я буду этим пользоваться, мне будет это нравиться. А здесь девушке хотелось много эмоций, хотелось полноценности. Еще, может быть, хотелось немножечко индивидуальности. Эмоционально, возможно, Джонни, не скажу требовал, но не найду сейчас другого слова, как бы не активно требовал, а просто его присутствие рядом требовало от нее большого количества внимания и усилий. Это как когда с тобой рядом маленький ребенок. Он как будто бы от тебя ничего не требует, но ты в него вкладываешься все равно, ты на него отвлекаешься. У тебя своя жизнь мимо проходит, потому что у тебя постоянно какой-то фокус внимания на другом человеке. А ей хотелось фокуса внимания на себе. Ей хотелось, чтобы ей было хорошо. Ей хотелось, чтобы она проявляла свои чувства. А чувств много, желаний тоже много. То есть такое подходила какая-то ситуация, когда эмоций много, но они как будто бы не навстречу друг другу направлены. По этим картам не скажу, что сильно ругались, да? Не скажу, что это какие-то эмоциональные были вспышки, когда, знаете, как это называется, мексиканские страсти, испанские страсти, итальянские, какие они там бывают, вот эти вот темпераментные такие штуки, когда у людей эмоций много, искры вот мелькают, да, молнии вот эти вот летают между людьми, но как будто бы не приносят паре удовлетворения. Здесь такого не было. Но эмоции были, отношение друг к другу было. Но оно как будто бы, вот сейчас сказала, и как будто бы не к друг другу оно было. Как будто бы Джонни строил вокруг себя какую-то вот, у него была идея о том, какие должны быть чувства, хорошо себя в этих чувствах чувствовал, там, что-то как-то пользовался этим, жил вот посадили рыбку в аквариум, вот он там осваивается, плавает везде, там все уголочки знает. А девушке хотелось, ну, если не разнообразие, то какой-то направленности на свою личность. И тогда начало происходить не то. Что произошло не то? Почему разошлись? Какая была активность или подача для этой активности со стороны людей? Почему в результате начали расходиться? Еще раз повторю, я не знаю, из-за Эмбер Хёрд это произошло или из-за другой какой-то девушки. Или они сначала разошлись, а потом он пошел встречаться с другими девушками. Ну, давайте посмотрим, почему непосредственно разошлись, что пошло не так, что произошло со стороны Джонни и что произошло со стороны Ванессы. Ну вот видите, вот это вот чувство, переполняющее обоих, они в результате того, что они не двигались навстречу друг другу, да, не на партнера были направлены, в результате развели их. Это две максимально одинокие карты. Джонни что-то делал, там химичил, что-то сам себе внутри, что-то придумал, что-то, может, сам что-то захотел. Может быть, он фантазировать о чем-то начал, может быть, что-то даже предпринимать начал для того, чтобы стать один. И она жутко чувствовала себя одинокой,
жутко чувствовала себя. В какой-то момент надо было переосмыслить ситуацию, почему среди вот этого брака, 2 детей и вроде общей какой-то стабильности, почему я чувствую себя одной? Что происходит? Нам внутрь себя обратиться и подумать, представить себе, почему ощущение одинокости и индивидуальности какой-то в этом во всем. А маг, он, между прочим, активный. На что была направлена эта активность? На что была направлена активность? И о чем таком размышляла у нас Ванесса? Ух, что узнала? Так, а Джонни? Смотрите, 2 независимые друг от друга истории я здесь вижу. Девушка сидела-сидела, думала-думала и придумала revelation, да, осознание, какая-то открытость для себя абсолютно яркая, что-то такое произошло, что случается в жизни активный мужчина. Что-то она там внутри себя осознала, что не туда идет, что не с тем человеком, что не хватает ей тех эмоций. Вот она думала и решила. Она решила, и в этот момент судьба ей подсовывает. То есть не то, чтобы она к этому постороннему мужчине ушла от Джонни Деппа, но как будто бы не удерживал ее Джонни от того, чтобы она ушла, потому что вот был у нее какой-то период, когда она осознавала, что не так во взаимоотношениях, и в результате поняла, что просто не тот человек. А вот он тот, оказывается. То есть как-то, когда ты готов к этому эмоционально, да, и энергетически, у тебя в поле твоего влияния, да, в поле твоего окружения все равно появляются какие-то шансы на пустое место. То есть после осознания того, что это конкретно место пусто, вдруг внезапно случаются какие-то возможности, и люди в том числе появляются, которые это пустое пространство могут заполнить. И вот появился этот мужчина в результате. То есть она как бы пошла своим каким-то путем, совершенно там вот что-то для себя поняв во взаимоотношениях с Джонни. Разошлись в эту сторону. Джонни у нас не то чтобы активность начал проявлять, но тоже посматривать по сторонам, потому что, оказывается, и вне семьи тоже есть какие-то возможности. Оказывается, можно строить планы, оказывается, можно что-то желать. Может быть, у него какие-то новые планы были. Я не скажу, что они сильно про эмоциональное состояние, не про то, что нужно другую девушку найти и что-то мне любви не хватает, мне нужна новая любовь. По жезлам это больше связано с проявлением себя, с какой-то реализацией и, может быть, даже с работой. То есть начали появляться планы, проекты какие-то. Может быть, не совсем рабочие, но, может быть, по общению с людьми. Может быть, какие-то новые люди, может быть, какие-то новые поездки, может быть, какие-то новые интересные вещи, которые больше не удерживали его дома. Или сознание того, что дома ему индивидуально, и что он теперь весь такой самостоятельный, может делать все, что угодно, вывело его как-то за границы домашнего очага, и он начал интересоваться чем-то, что снаружи. Но мне так видится, что, может быть, немножечко запутался даже, немножечко настолько на него все это навалилось, образовалось в таком количестве в его жизни, что как будто бы сильно увлекся, что как будто бы на разруливании этих вот возможностей всех и всех желаний заканчивается этот брак, заканчиваются отношения. Ты такой выходишь вот за забор из калитки и такой, мать моя, вся жизнь перед глазами. Что теперь делать? Куда идти? Столько возможностей, столько всего. Заходишь вот в какой-нибудь бейкери утром, и такие прям возможности. И печенюшки, и круассаны, и те пироженки, и тебе с одной стороны кофе попить, с другой стороны смузи сделать. Можно хлеба купить, можно бутерброд сделать, можно готовый салат купить, а можно тортик. И ты такой, ага, столько всего, и все это надо попробовать, и все это надо поделать. И как будто не знаешь, куда сунуться, и как будто такой уже... А опыт-то какой-то внутренний есть, уже же было какое-то у него проявление каких-то своих желаний. Он же как-то добивался того, чего хотел в результате по жизни. И этот опыт подразумевалось, что пригодится, а может быть, не всегда пригождался. Может быть, мир изменился, пока он сидел там в своей скорлупе, в счастливом эмоциональном мире. И тут он выходит, а оказывается, а как бы мне это все? А что мне делать? Ну, то есть такое как-то не то чтобы нерешительность, а какая-то как это все теперь происходит, как заново учиться надо, да, то есть ты такой весь, на тебя много всего навалилось, и с этим надо что-то делать. Какие-то посторонние люди в жизни, вот именно на стадии рассыпания отношений. Нет.
А у нее да. Ну вот, скорее всего, все-таки какой-то король жезлов у женщины появился, желание как-то продолжить в другой своей стезе. Почувствовала себя любимой женщиной, почувствовала себя единственной женщиной, почувствовала на себе внимание. Может быть, Джонни, вот я говорю, потому как расходились их эмоции в разные стороны, не совсем на нее обращал внимание и не совсем на нее выплескивал весь свой богатый внутренний чувственный мир. Да, то есть это не из-за этого мужчины она ушла от Джонни Деппа, просто так сложились обстоятельства, что мужчина вовремя появился. Ну и все-таки не Кэмбер, не кому-то еще. Нет, не к женщине Джонни уходил. Это вот опять у него разваливалось, рассыпалось, он не понимал, что происходит. И то ли решил работой это как-то перекрыть, то ли решил другим количеством людей закрыть это вот пустое место того, что у тебя нету рядом близкого человека. Но это явно не какая-то женщина специальная была, которая появилась и рассыпала его брак, да, как-то увела его на веревочке из этих отношений. Сами рассыпались, сами развалились, сами естественным образом закончились. Как они общаются сейчас? Какие у них взаимоотношения? Прямо-таки одно. Нормальные, прекрасные у них взаимоотношения. Как что-то они друг про друга поняли. Это какая-то глубокая информация очень, это какие-то глубокие корни, что-то базовое, основательное. Это как вот вы действительно 20 лет вы вместе прожили, даже если вы разошлись, но вы все равно уже как-то родные люди. Может быть, там какой-то дикой сексуальной притягательности больше нету, но внутренняя вот врощенность друг в друга, она осталась. Это не посторонние люди друг другу. Они, скорее всего, даже друзья. Я думаю, что в какие-то моменты можно позвонить человеку и как-то вывалить на него свою какую-то беду, там, спросить совет или помощи попросить. Никогда не откажет. Все такое вот на очень какой-то крепкой основе, на базе. Там остался фундамент, там, может, верхушка какая-то рассыпалась, и внешняя какая-то картинка развалилась. Но внутри все-таки взаимоотношения остались. Там же еще дети есть. Вот взаимоотношения с детьми и все нормально там у них с детьми, и хорошие они родители, и направо, но дети взрослые, там уже сильно много активности производить не приходится, но Джонни не бросал детей, не сильно, может быть, он участвовал, как бы не очень таким папой-наседкой он был, но он близко принимает это к сердцу, для него это существенная какая-то важная, серьезная составляющая, которую он продолжает, ну, плохое слово тянуть, да, то есть он не из-под палки это делает, не через силу свою какую-то внутреннюю, но медленно, не спеша, неторопливо он все еще находится в этой ситуации. Вот он как был отцом, он так и остался отцом, вот каким он был до этого. Он ничего не поменялось, он не стал более активным или не стал более закрытым и холодным, он вот каким был папой, таким и остался. И мама у них тоже молодец, активная, яркая, энергичная, как она была существенной частью жизни детей, как она проявляла всю эту активность, как она была, ну, основной, наверное, основным каким-то элементом, там, кто там чаще всего носы подтирает и памперсы меняет. Вот этим она тоже и осталась. Она все еще проявляет инициативу, она все еще проявляет активность, она все еще интересуется, у нее все еще есть направленность на этих детей. Просто дети взрослые, уже своя жизнь, и такое более-менее дружеское взаимоотношение сложилось. Замечательно, прекрасно, хорошо. Естественная какая-то история, которая естественным образом сама себя изжила. Ну и давайте смотреть теперешние личные взаимоотношения, общение с девушками, надо, не надо. Давайте смотреть, в каком эмоциональном состоянии Джонни сейчас находится. Вот прямо сейчас. Что у нас сейчас? Октябрь. Сейчас вот в октябре 26-го, я уже в 26-м году, октябрь 2025 года. В каком эмоциональном состоянии находится Джонни Депп? Пожалуйста. Хочет ли он новых взаимоотношений? Пожалуйста. Есть ли у него для этого какие-то возможности сейчас вокруг? Пожалуйста. И что непосредственно происходит в личной жизни? А вот здесь вот не пожалуйста. Потому что я люблю, когда карты начинают мне наваливать козырей. Девушку подозреваю. Джонни как к этому относится?
Все максимально непонятно. Ну, в смысле, не непонятно, а подвешено. Значит, смотрите, все по очереди. Прекрасно линеечка шла. В каком состоянии у нас сейчас Джонни? Джонни начинает новый путь. У Джонни все двери открыты. Джонни сам открыт к этим новым опытам. Не закрывался, не обижался, не расстраивался, никакого ну, то есть, наверное, есть какое-то битое сердце, но он настолько открыт, настолько вот как ребенок, да, его все эти неудачи не замкнули и не ожесточили, да, не обидели никак. Он не Гринч, который ушел куда-то там, и все, и больше ни с кем не буду общаться. Открыт, эмоционален снова. Готов ли? Готов. Полон эмоций, полон того, чем готов поделиться. Но это снова, это какая-то эмоциональная, внутренняя, видите, тут у чувака прямо свет изнутри. Эти отношения не должны быть про прагматизм, не должны быть про деньги, не должны быть про карьеру, не должны быть про какой-то пиар, не должны быть про то, что он своим каким-то опытом, опять же, ничего плохого не имела в виду предыдущим перечислением, но зачем люди встречаются? Обычно они друг другу как-то полезны, ну и с хорошей точки зрения тоже. Не потому, что тобой пользуется кто-то для продвижения себя в этом мире, а потому что это как пазлики, которые друг друга дополняют в пустых местах, там, где ты можешь обучить человека чему-то. Не для этого даже ему просто выразить свою эмоцию. Что сейчас? Сейчас пора возможностей. Не скажу, что есть эти возможности, но сейчас пора этих возможностей. Сейчас люди вокруг есть, сейчас есть из кого выбрать. Есть, понятное дело, что вокруг крутятся женщины, из которых потенциально можно выбрать. Что происходит у нас в голове у Джонни и по жизни? Случаются женщины, которые проявляют интерес, которые провоцируют Джонни на этот интерес. Но впечатление, да, может быть, рассказывают, опять же, красивую историю про то, что это может привести к чему-то серьезному, про то, что из этого может что-то получиться. Это сильные женщины, это женщины, которые хотят этого Джонни, собственно, загробастать, да, как-то они там внутри себя проявляют какую-то активность и расталкивание локтями друг дружки. Эмоционально это с фоном Джонни сходится, ему нравится, он этих людей видит, он с ними общается, он активничает. Активничают в основном девушки. Они проявляют активность, они проявляют желание какое-то, они проявляют, как сказать, мыслят о том, что было бы здорово пообщаться с Джонни Деппом. Что у нас Джонни Депп на эту тему думает? Джонни Депп не то чтобы подозревает. Джонни Депп, как бы он не был открыт вот здесь вот к эмоциональным своим проявлениям, какой-то даже не то чтобы серьезности, а какой-то цели у Джонни нету. Знаете, там нету того, что вот я сейчас встречу вот такую вот девушку, вот она обязательно будет брюнетка с голубыми глазами, стройная, выше меня сантиметров на 15, и тогда у меня, значит, планы на нее. Нету такого. Джонни хочется, во-первых, чтобы люди оставили в покое. Для него слишком большое количество общения, напряжно. Слишком много людей рядом нехорошо. Хорошо, когда вокруг тебя какой-то определенный круг, желательно знакомых и доверительных тебе людей, и все, и больше не надо, ему слишком много. И вот эти все новые знакомства, они как будто бы немножко, хочется своего, хочется вот ограничиться, хочется чего-то держать. И вот эти все общения, вот эти все девушки, которые проявляют инициативу, которые нравятся, объективно нравятся, тут не поспоришь, но они все такие сильные, активные, яркие, энергичные, что-то там рассказывающие, что-то обещающие, какие-то в уши льющие. Вот не сомнение, а как мне переформулировать? Это не сомнение, это не отсутствие необходимости, что ли. Как-то вот он в себе, как-то вот он не уверен, как-то он среди всех этих девушек не видит именно той, да, не вспыхнула она, пока он не выбрал, пока он не определился. Пока он не очень уверен, ему надо вообще выбирать какую-то стабильную девушку или лучше так остаться, потому что все они периодически здесь есть, и все они очень яркие, и все они очень интересные, и все они нравятся. Вот как будто бы пусть будет и так. Как будто бы не надо определяться на одной какой-то конкретной. И как будто бы он открыт, и опять же, вот возвращаясь к тому, что я в самом начале расклада говорила, у него это просто есть. Он не то, чтобы это проецирует,
И не то, чтобы он это как-то насильно среди людей внедряет, и не то, чтобы он ходит и говорит, я сейчас буду просто раздавать все свои эмоции, ни на ком конкретно не останавливаясь. Нет, он просто есть, просто вот Джонни, из него просто это идет. И не надо ничего для этого делать, и не надо определяться, и не надо снова в какие-то рамки загружать. И если я общаюсь с этими девушками, не надо обязательно выяснять, кто из них самое главное. И не надо обязательно связывать нас с этой самой главной, и не надо обязательно нас подводить навязчиво и настойчиво к той ситуации, что вот, дескать, я ее выбрал среди всех остальных, тут же подарил ей кольцо, тут же мы помолвились, тут же ждите нашей свадьбы и каких-то продолжений серьезных отношений. Не надо этого всего. Он готов и открыт без каких-то поползновений к активным действиям для этого. Идет как идет. Хочу остаться в той ситуации, в которой есть. Не хочу много народу, не хочу много общения, но оно происходит, ну и пусть пока происходит. Там нету никаких движений к тому, чтобы как-то заякориться и снова жениться на ком-то. Этого я не вижу. Давайте дадим последний Джонни совет, вот буквально одной картой, что Джонни может еще нам дать, как бы ему себя проявить, на что обратить внимание. Вот в целом просто одной картой. Как будет Джонни дальше? По работе, по любовной жизни, по взаимоотношению с людьми, по связи с космосом, улететь на свою планету, здесь остаться, проявиться или уйти куда-нибудь в потемки. Или уже, наконец, сесть на пенсию, начать рисовать картины где-то в тишине, в темноте, чтобы никто его не трогал. Что мы можем посоветовать Джонни на сейчас? Вот поменяться. Посмотрите. Меняется жизнь. Посмотрите, 3 финальные карты. Не спорьте про умеренность. Финальные карты. Заканчивается этап какой-то. Прям-таки заканчивается какой-то этап. В качестве совета на это нужно обратить внимание. Нужно посмотреть и увидеть, что мир меняется вокруг, что жизнь меняется, что, может быть, к ней не надо относиться так, как ты раньше это делал. Может быть, это совет повзрослеть уже наконец. Может быть, это совет заземлиться, приземлиться. По умеренности спешить, конечно, не надо никуда, но и бдительность бдительность имеет смысл проявить. Потому что оно естественным образом, давно накопившиеся какие-то неустойчивости и какие-то подвохи в жизни, естественным образом сейчас начинают рассыпаться. То ли это его взаимоотношения с людьми, то ли это его представление о мире, то ли, я говорю, человек взрослеет просто. То есть, меняется как бы даже на химическом уровне, какое-то вот что-то в мозгу такое меняется, что перетрансформируется весь твой вид. Все твое представление о том, вся вот эта вот картинка о том, как ты себе эту жизнь представлял. Заканчивается все. Это какой-то этап, который потенциально выводит тебя на что-то новое. Мы вот здесь вот в личной жизни видели шута, по которому Джонни готов сделать шаг в неизвестное, шаг в новое, может быть, с новыми ошибками, может быть, с новым каким-то процессом самообразования с нуля, начиная. По крайней мере, готов к этому. Вот это, видимо, в ближайшее время и будет происходить. Пойдет за новой жизнью, пойдет за новыми ощущениями, пойдет за новыми эмоциями. Начинается новая жизнь. Я еще подозреваю здесь, наверное, историю с отменой, и с тем, что у него как-то все вообще на паузу встало, и как-то очень сильно от него все люди отвернулись. А в данной ситуации я думаю, что человек не глупый, и если он обращает внимание на такие вещи, то он заметил людей, которые в сложной ситуации от него отвернулись, например, которые раньше называли себя его друзьями и всячески крутились вокруг. А вот ты попал не в милость, и бац, и половина людей от тебя просто естественным образом отвалилась, потому что на основании какой-то корысти они с тобой рядом были. Если он на все обратил внимание, если он сделал из этого выводы, то сейчас, медленно, не спеша, восстанавливается репутация, восстанавливается жизнь, начнется заново, разрушится все то, что разрушилось, все сломалось, и тихо, мирно, не спеша у Джонни начинается новая жизнь, будем надеяться, с новыми, более ответственными людьми, более интересными и более открытыми непосредственно к самому Джонни, а не к его финансовому положению или положению в обществе, например.
И тогда он идет в поисках новых эмоций, в поисках новых ощущений для себя, в поисках, опять же, новой жизни. Вот эти вот девушки, они в одну сторону уходят, начать заново и получить то, чего у тебя раньше не было. Я думаю, что чудесный совет, замечательно, ура, восстанавливается Джонни по всем фронтам, и по работе, и по эмоциям, и мы еще о нем услышим, я вам скажу. Это еще не конец карьеры, абсолютно не развалился человек, мы еще много чего интересного от Джонни получим, за что ему большое спасибо. Подписывайтесь на канал, зовите друзей, рассказывайте им про этот канал, пускай они тоже приходят, подписываются. Пишите мне комментарии, кто согласен, кто не согласен. Ставьте лайки, если вам не сложно. Подходим мы к новогоднему периоду. Весь декабрь и весь январь у меня будут скидки на персональные личные расклады. Скоро выпущу вам рекламу, будете знать на какую тему. Так что пишите в личку, контакты есть в описании к этому видео, там в самом конце. Приходите на индивидуальные разборы и увидимся в следующих видео. Пока-пока!